Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. И я нахожусь в аэропорту. Улетаю в Россию. Я нахожусь в аэропорту Анталии, второй терминал. Именно отсюда у меня будет вылет. Расскажу позже чуть-чуть причину, объясню, почему так резко вот это все происходит у меня сейчас. Не знаю, слышно меня, нет. Я отошла прям далеко оттуда, там очень сильный шум. Напоминаю, 3 года назад мы переехали в Турцию, и последний раз как раз таки летала я 3 года назад, представляете? Я уже все позабыла здесь. В общем, друзья, это видео выйдет с опозданием, потому что я вот как раз, получается, узнала то, что я вылетаю только на неделю. Суббота-воскресенье мы отдыхали, купались на море. Я наконец-то дошла до моря. Думаю, перед отъездом обязательно надо сходить. И как раз-таки обзор этого дня я вам выложила последний раз. Вот в понедельник выложила. А теперь сейчас будет обзор именно моего вылета. И это видео выйдет с опозданием где-то, наверное, может быть, в пятницу или в субботу. Почему именно в пятницу или в субботу? Потому что я прилетаю обратно в пятницу. Постараюсь смонтировать за эти дни видеоролик вам и расскажу все подробно, покажу. Возможно, даже 2 видео сделаю, да, один именно с объяснением, да, именно с вылетом. А другой уже немножко покажу и свою родину, наконец-то. Немножко расскажу про свой город и покажу места мои любимые. В общем, будет интересно. Не переключайтесь. А именно вот получается, что YouTube в России не работает, поэтому я закинуть навряд ли смогу. Если получится, конечно, закину пораньше этот ролик. Вообще аэропорт Анталии очень большой. Смотрите, с этой стороны стойки регистрации и еще вся та сторона стойки регистрации. Давно я здесь не была и очень все забыла уже. Сюда зашла как будто впервые. Смотрите, здесь есть такие магазинчики, как де-факто. Можно даже зайти одежду немножко посмотреть. Параллельно буду показывать все, параллельно буду рассказывать. Сама еще пока здесь, как сказать, только-только все смотрю, где что находится. Еще даже регистрацию не прошла. Мой рейс задержали, поэтому у меня время есть. Еще думаю заглянуть в Duty Free. Вот, тоже чуть-чуть поснимать, если получится. Вообще не знаю, можно ли снимать. Вроде как можно. Хочу посмотреть еще, сколько стоят здесь носочки. Я вот, получается, кроссовки взяла, а носки у меня в багаже. А багаж у меня уже в пленке. Я из дома с пленкой уже замотала. Мне Руслан замотал с пленкой, поэтому уже достать невозможно. Думаю, наверное, носки куплю какие-нибудь здесь. Купила себе носки за 149 лир. Представляете, так классно. Я думала, здесь дорого будет. Даже не хочу туда в шумный зал выходить, если честно. Так, там Макдональдс, видите? Есть кафешки разные. Там опять стойки регистрации. Вот такой большой аэропорт. Здесь вот в Турции конфеты всякие, сладости похоже. Здесь можно купить подарок, получается, да. Я уже все подарок весь купила. Смотрите, сколько стоит, цена какая. 435 лир, а это 240. Хотя вроде вот за 60, за 80 я брала. То есть это еще я не в Duty Free. Это подарок. На подарок можете приобрести, например, в аэропорту еще до регистрации внизу. Вот такие вот цены. Хочется куда-нибудь в укромное местечко сесть и поговорить с вами, рассказать все. Ну что, друзья, села, купила себе кока-колу. Нашла такое укромное местечко. Немножко пару слов расскажу, потому что я уже регистрацию прошла. Скоро у меня вылет. В итоге у меня вылет должен был быть в 16:40. Перенесли на 18:05, но регистрация началась вовремя. И сейчас вот пока я погуляю еще в Duty Free, потом пойду на вылет, поэтому быстренько присяду, с вами поговорю.
как получилось так, то что планировали мы вообще нет, вот так вот, чтобы я одна, тем более летела. И да, я лечу одна. Не закидывайте меня тапками. Детей оставила с Руслана. Он у меня на неделю вышел в отпуск. Планировали мы вообще лететь всей семьей на больший срок. Но, к сожалению, с работы мужа не отпустили. Сказали чуть позже, пока как бы ситуация такая, ты нам нужен. Но на неделю можем отпустить. И просто на неделе прилетает новость, что мне по документам нужно срочно лететь. Очень было жалко оставлять детей. Дети у нас очень капризничали. Пока ребята. Целую неделю я их готовила. Они не сильно так прям это восприняли, не сильно к этому отнеслись серьезно. Но когда я уже начала говорить, все, вот я завтра или послезавтра улетаю, они начали перед сном все, оба ко мне плачут. Мама, не улетай. Азалия вообще прям говорит, я хочу с тобой. Почему ты не берешь со мной меня? Потом Алмаз мне оставил даже записку. Это моя постель. Дорогой, дневник. Привет, я Алмаз. Мама, я буду по тебе очень сильно скучать. Когда ты будешь в России, я сделаю тебе подарок. Вот, очень было сложно. Я не думала, что так будет. Прям последний день был очень сложный, вот серьезно. Но пришлось мне все-таки, это прям вот очень важный, то есть неотлагаемый момент. Пришлось мне лететь одной. Вот, с одной стороны, да, соскучилась по России, но не думала, что буду одна. Полечу одна. Вообще не планировала, честно. Вот буквально неделю назад еще я даже не думала, что я одна полечу. Ну и так как на неделю отпустили мужа, получается, что в понедельник я вылетаю, в пятницу уже обратно прилетаю. 3 дня я буду там. На дорогу мне туда сутки почти что занимает, да, ну, я, например, сегодня в 5 утра выехала на трансфере, до аэропорта ехали 6-7 часов, здесь сидела регистрация, все дела, и вот в 6 я вылетаю, и только в 10 вечера я буду в аэропорте Казани. Из Казани еще до дома мне 4 часа, то есть это около 2 примерно я буду дома, представляете, да? И также обратно, то есть целый понедельник, целая пятница уйдет на дорогу, и только 3 дня всего лишь, получается, я буду там. Быстро сделаю свои дела, очень хочу быстренько съездить к бабушке, все это обязательно покажу вам. Вот. Ну а сейчас поехали, пошлите точнее, а потом уже полетим. Пошлите duty free, немножко прогуляемся. Так, и давайте покажу, какие цены в duty free. Например, на водку. Смотрите. Раке. Турецкая, 31,50 евро. 24, 25,50. Вот. Кофе 3,90. Вот такой кофе, который... И такой чай тоже у нас есть в Каррефуре. В принципе, недорого. Шоколадки Милка 7,90. На подарок по 10 евро, по 19 евро. Всякие вкусняшки. Короче, турецкая duty free. Сейчас я еще дальше пойду посмотрю, что там есть. Есть еще одна вот кафешка, пожалуйста. Но цены там очень дорогие. Так, если вот перекусы кому нужны, смотрите, по сколько. 12 евро бутерброд, 13 евро. Семитик с сыром, тоже как бутерброд сделан, 13 евро. 15 евро, 10 евро, 9 евро вот есть. По 10 евро. Давайте водичку посмотрим. Вода 2,50. Так, другие напитки. 15 евро, 12,50. Red Bull 6 евро.
Так, зашла в другую кафешку. Здесь тоже так же вода 2,50 стоит. 4 евро, 14 евро круассанчики. Швепс 5,50. Такие вот цены. Чипсы Лейс 5,50. Так, здесь одежду продают. Здесь Сваровский. Вот. Блюмент. Коллекция. Коч. Фурла. Здесь островок с напитками. И вода здесь тоже 2,50. Наверху KFC. Так, там написано Duty Free. Здесь у нас чек. Что-то делают, чеки, возвращают деньги. Нет, это, оказывается, чекаут написано. Я думала, чекап, типа деньги возвращают. Там просто отовариваются. Давайте посмотрим, что здесь есть. Смотрите, по 74, по 119 духи. Короче, здесь очень много всяких духов. Dior, вот, то есть такие как бы очень вкусные, ароматные. Dior. Может быть, я найду свой аромат Живанши, который давно ищу. Так, вот смотрите, Живанши. Так, не вижу. Интересно, попробуем. Сколько стоит такой аромат? 119 евро. Так, свой аромат не нашла, но другие тоже очень классные. Смотрите, герленовские есть. 1299. Это сколько? Интересно. Это, наверное, большая упаковка. Есть за 599. Короче, цены, да. Сюда надо с евроми идти. Ну, скорее всего, они тоже конвертируют в лиры, если попросить. Вокруг одни духи, друзья. 269, 300 евро. Так, давайте посмотрим алкашку. Чивас 144 евро. 94 евро. Кракен 33 евро. Так, это я даже не знаю, что это, если честно. По алкоголям я тоже не специалист. Алмека 32 евро. Так. Если что, ставьте на стоп-кадр, кому интересно. Есть вот такая вот алкашка. В маленьких бутылочках, смотрите. По 10 евро, 8 евро, 6 евро. Так, ну и Хеннесси, смотрите, сколько стоит. 309 евро. Такой Хеннесси. Парадис 1349. Вина по 10 долларов. 13, точнее евро. Так, перекусы всякие, точнее закусочки. Вот смотрите, продаются орешки всякие тоже в баночке 4,50. Конфеты. Вот, шоколад. Смотри, как классный, большой. Плитка вот такого шоколада 10 евро. Вот. Смотрите, какой Ментос. Обалдеть. 10 евро. Вау. Так, ну что, пошлите. Полет. Я вторая. Мужчина первый.
И, друзья, я у себя в городе. Идем с папой. Пап, поздоровайся. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Идем как раз-таки вот по этим делам. Прям с утречка. Я вчера приехала в 3 ночи. Давайте переверну камеру и покажу вам местность. Вот такая вот зеленая местность у нас. Вот такие вот дома. В общем, в сторону банка идем. Сейчас дела будем делать. Вчера в 3 ночи приехала. Очень поздно. Считай, выехала из дома в 6. В 3 ночи приехала. Почти сутки была. Поспала сегодня 3 часа всего лишь. 6 утра уже как штык проснулась. И дела делать. Короче, очень утомительная была дорога. Прям очень сильно утомительная. Прям вот, не знаю, раньше такого не испытывала. Задержки рейса, да, я это уже вот вчера говорила. В общем, наконец-то я дома, друзья. Что еще хочу сказать? Разницу сразу немножко, вот чуть-чуть про разницу расскажу, пока не забыла. Первый, вот как только спустилась с самолета, вот почувствовала воздух, почувствовала немножко разницу в воздухе. Как будто бы вот температурный режим такой же, кстати. Здесь было вчера 30 градусов, сейчас тоже тепло очень, но воздух совсем другой. Там немножко воздух, как сказать, чище, что ли. Немножко, это не сильно заметно, но чуть-чуть какой-то вот запах газа или что-то присутствует в воздухе. Вот есть какой-то, короче, запах. Вот прям вот есть он, не отнять это. Вот. Сегодня с утра прям сходила в ванную. Я не знаю, почему в Турции не делают ванны. Кстати, вот смотрите. Здесь тоже есть цветочки вокруг. Жалко только то, что это вот в один только сезон. Почему вот не круглый год, да? Было бы классно, что круглый год такие цветы вокруг. Но пока вот хорошо, кстати, что я сейчас приехала, потому что не надо там вещи таскать с собой какие-то теплые. Сегодня сходила в ванную. Очень жалко, что в Турции нет таких квартир с ваннами именно. Очень прям, классная процедура, прям, не знаю. В общем, что еще? Какая разница? Что я почувствовала? Что рассказать? Зелено очень сильно. В Турции намного суше. Что земля, что вот природа. Даже вот я ехала, смотрела, даже Алания. Да, там очень зелено везде, но вот эта вот сухость присутствует какая-то. Здесь все равно вот посвежее все как будто бы. Вот. Может быть, то, что постоянно это, не обновляется, наоборот, а постоянно ложится снег, то есть отдыхает земля. После зимы приходит весна, лето, может быть, из-за этого. В общем, вот такие вот ощущения. Поделилась первыми впечатлениями с вами. Очень большие красивые дома. Смотрите. Красивые магазины. Только вот не Пивбери, а вот рыболов, текстиль. Смотрите, здесь тоже есть дорожка для велосипедистов. Здесь отдельная дорожка идет и дальше идет среди деревьев вдоль аллеи. Тоже дорожка для пешеходов. То есть для прогулок. Вот. Вот такие вот дома тут. Смотрите, какие красивые. Кирпичные, добротные. Эльдорадо у нас есть. Это вот просто парковка вроде как для машин. Это вообще вот, получается, этот комплекс, 65-й комплекс. Я знаю, что меня даже с Челнов смотрят. 65-й комплекс, он не с детства мы здесь, он то есть новый. Раньше здесь леса были, вроде как помню. И потом построили новый комплекс. Вот этот комплекс, вот этот. То есть мы по сути живем в конце города. А вот эти комплекса уже они старые. Мы как раз таки вот там вот раньше в 52-м жили. Это 52-й комплекс. Мы там жили класса с 3-го. Последняя четверть, я помню, пришла в школу. Вот. В общем, там старые комплекса, здесь новые комплекса. И дальше там даже такие как бы есть район. Не помню, как называется. Солнечный. Нет? Там вот как поселок уже. Подсолнух, да. В общем, еще поближе, когда обратно будем идти, покажу.
Короче, иду и понимаю, как я соскучилась все-таки по своему городу. Вчера поздно очень приехала, поэтому Казань уже было темно снимать. Это вот город, в который я прилетела. Это аэропорт у нас там находится. И получается, что не стала снимать вам этот город, потому что в темноте уже все. Камера не показывает нормально. Смотри, елочки. А зачем здесь елки посадили? Прикольно. По-моему, при вас были, только маленькие были. Да? Сейчас за 3 года выросли, да. Вот Ничего себе. не сейчас посадили, видишь. Так, посмотрим, что бабушки продают. Чесночок, картошка, Солнца нет. помидоры, огурцы. Сколько стоят помидоры? 150. 150 килограмм? Нет, килограмм будет 250. 250 рублей. Понятно. Картошечка сколько стоит? 300 рублей. 300 рублей килограмм. А чесночок? 50 рублей штучка, Угу. а вот пакетик будет 150. Угу. Вот эти дорогу говорил, который пошли. Да. Оттуда и смотрят, доказывают. Промеж деревьев, Класс. видишь, как Да, хорошо. супер. Смотрим, что продают. Смотрите, покупайте. Вишня. Сколько стоит вишня? Вишня это 300 рублей ведро. Ведро 300. Это А это 200. Это 200. 100. Смотрите, смородина пошла. Яблочки какие Все красивые. уже кончается, последние собрали. Да. Красота. Короче, решила купить метрушка. У меня Руслан любит очень сильно чай. Пучок 100 рублей. Сначала всё. Так, сам магазин у нас тут перекресток. Мы, в общем, в сторону дома уже идем. Эльдорадо. Купили метрушку. 270. Вот, все. 200 рублей получилось. Считай, 100 лир. Сейчас вот еще что-нибудь купим по пути. Мне надо все попробовать. Смотрите, вот там вот написано Пакабата. Очень хочу зайти, показать вам детские аттракционы. Они очень сильно крутые. И может мы с мамой сейчас придем и я вам еще покажу это. Здесь очень много всего вкусного продают. Я помню, даже здесь сосиски в тесте продавали. Может быть, и сейчас делают. Если делают, то куплю. Очень сильно соскучилась по всем разным таким чисто нашим продуктам. Вот. Короче, буду покупать. Еще знаете, что хочу купить? Не поверите. Мочалку, которую делают здесь, вяжут вручную. Которые бабушки вяжут. В общем, друзья, пошли мы в сторону дома. Сосисок в тесте здесь не обнаружилось. Так, друзья, пользуясь случаем, хочу снять школу нашу. Смотрите, это лицей новый построился. А вот у меня, получается, старший сын учился вот здесь сначала. Перед тем, как мы уехали, мы вот в желтом доме жили. Мы уже сейчас вот так пошли в сторону родителей. Вот родительский дом там. А мы жили здесь. И прям возле школы, возле дома нашего школа была. Вот такая вот она большая, получается. Он учился до 8 класса включительно, да, вроде не ошибаюсь. Потом, получается, в 9 он полгода доучился без нас там. Вот, а уже недавно открыли вот такую еще и лицей. Единственное, вот, конечно, там школа у нас, то, что в Турции русскоговорящая, она немножко посильнее, говорит сын, потому что дети, которые здесь вот сдавали в 9 классе, после 9 класса, 34 градуса показывает, реально жарко. ОГЭ, после 9 ОГЭ или ЕГЭ? ОГЭ вроде. В общем, дети эти, они немножко, говорит, уровня меньше, слабее. Многих не взяли уже в 10 класс, а у нас Рузаль, считай, напомню, там сколько-то там предметов было, все почти пятерки у него на ОГЭ, 1 четверка. То есть там очень сильно готовят. И поэтому мы уж 11 класс в любом случае там хотим закончить. Вот такая вот школа была у нас. А там у нас стадион, друзья. И вот на физкультуру дети туда ходят. Вот там вот.
И там еще есть дома частные. И там вот в сторону вот этих вот деревьев лес. Туда часто папа ходит, в этот лес. Вот. И раньше мы ходили постоянно. Ну а сейчас направляемся в сторону вот таких вот панельных домов. В одном из таких панельных домов живут родители мои. Вот, это 65-й комплекс нашего города. Наконец-то я попала сюда. Короче, вся не так, конечно, как в Турции, прям жарко, но все равно спрело. Ветрено так, свежий ветерок поддувает. И, друзья, сижу, жду маму у дверей. Собираемся в Эссен, как и говорила. Сейчас хочу показать вот эту большую игровую вам. Какие бывают игровые. Я знаю, что меня даже с Турции смотрят. Вот как раз таки, чтобы вы знали, чтобы вы видели. Бывают вот такие игровые. Большие, огромные для детей. Ну, я так с краю только покажу. А вот мама обувь одевает. Вот примерно какая. Привет. Привет. Здесь, ну, потом, может, время будет. Останется время, Вот покажу. здесь, смотри. Маленькая. Маленькая. Ну, если честно, разница большая вообще. После Турции есть такое, то что туалеты такие узкие, квартиры маленькие, как будто бы. Кухня. Так, вот так вот. Вот такой вот зал у нас. Телевизор обязательно уж. Не то, что у нас без телевизора. В общем, ну, вообще 3 комнаты. Еще есть 2 комнаты и кухня. 3-комнатная квартира. Ну что, поделилась квартирой. Сейчас вид еще из окна быстренько сниму. Как уж без этого. Вот. Правда, как будто бы дождь собирается. Там дети гуляют. Я говорю, эх, детей бы сюда привезти. А то вечно русских себе друзей ищут. Ну, они так называют всех русскоговорящих русскими. Если по-русски разговаривать, все, это русские. Мам, я хочу выйти погулять во двор. А здесь, считай, все русские. И выбирать не надо. Точнее, не русские, а русскоговорящие. Здесь у нас в основном татары, как и мы. Все татары. Друзья, начался дождик такой мелкий. Один из вариантов из списка дел, которые я должна была сделать, погулять под дождем. Вот. Прям мои желания исполняются. Я немножко опухшая. Не обращайте внимания, потому что не высыпаюсь. Очень дорога была тяжелая, поэтому так. Я уже сегодня снимала дома, но вот мама говорит, снимите дома еще. Я уже школу сняла. Еще туда хочется прогуляться. С этой стороны школу еще сниму, смотрите. Показывала же, что здесь есть площадка своя, и еще и вот здесь вот есть площадка футбольная. Мы уж здесь постоянно гуляли, когда детей растили до 3 лет, пока не переехали в Турцию. Вообще круто, красиво. Вот. На этой площадке мы постоянно приходили, играли. Там вот дом забабахали. За этой дорогой еще лес. Вот там. И дождик уже закончился. Ветер такой прям хороший. Воздух хороший. Зашла постричь кончики. Так, ну что, длина у меня вот такая вот теперь осталась, смотрите. Какая красота. Стрижка стоит 450 рублей. Так, зашли мы, короче. Сейчас я по кабату покажу. Так, смотрите, тут сразу сходу вот такой вот вертолетик стоит. Ну и хочу показать всю эту
мощь. Чего только здесь нету. Есть прыжки на батуте. Так, смотрите, там внутри. У меня, кстати, на детском канале есть обзор этой Пакабаты. Она очень большая, она прям вот сверху идет. Там целые аттракционы, там внутри есть комнаты отдельные. Вот. Здесь комната с мячиками. Я обязательно сюда детей приведу, когда в следующий раз приедем. Но на канале вот у детей есть эта игровая. Кто хочет, посмотрите. Ну, вот такая вот большая. Особенно я знаю, что меня смотрят из Турции. Чтобы вы знали, вот такие вот игровые у нас есть. Ну что, я думаю, на этом буду прощаться с вами. Всем желаю счастья, здоровья. Путешествуйте, приезжайте обязательно в гости в Россию, в Турцию, в другие страны тоже. Всем пока-пока.